Здравствуйте, меня зовут Никита, я рад приветствовать вас в Музее Востока. И сегодня я расскажу вам о театральном искусстве в таких странах, как Япония, Вьетнам и Индонезия. Что такое театр? Это искусство, сочетающее в себе множество искусств других направлений. Это не только актерская игра, это еще и декоративно-прикладное искусство, проявляющееся в костюмах. Это и живописное искусство, проявляющееся в декорациях. И все вместе это образует то, что мы с вами знаем как театр. Но что объединяет театральные традиции многих регионов? А во многих случаях это происхождение. Ведь театр, он зарождался каким образом? В некоторых ситуациях и в некоторых местах это изначально развлечение для простых людей. То есть были артисты, которые устраивали нехитрые сценки для того, чтобы развлечь остальных. А потом это развивалось и превращалось в театр. В других же ситуациях театр берет свое начало от религиозных мистерий, прославлений божеств и религиозных праздников. Но так или иначе, в итоге формируется то, что мы сегодня можем знать как театр. И сначала хотелось бы рассказать о традиции японского театра, более ранней традиции. Это театр но. Но переводится как искусство, умение, мастерство. И эта традиция появилась как раз как развлечение для простых людей. Ведь сначала были бродячие мимы-артисты, которые ходили по городам и деревням и за небольшое пожертвование показывали развлекательные сценки. Это актер театра но в роли божественного старца Акина. Необычный костюм и небольшой маской, прикрывающей лицо. При таком костюме выражение эмоций для актера становится задачей весьма непростой. Но как же он с ней справляется? А у него есть свое средство. Это веер. С помощью веера актер театра но может выразить тончайшие оттенки своих эмоций. И все это сопровождается игрой на традиционных японских музыкальных, ударных и духовых инструментах, а также хором других актеров. По мере развития театра но постановки становились все более и более продолжительными, что далеко не все зрители могли переносить. Держать внимание такое количество времени. Ведь такой сложный символический язык, как тот, что предполагается театром но, он требует определенного внимания и умения читать эти знаки. И для того, чтобы выйти из подобного положения, в театре придумали новую театральную традицию, которая входит в театр но. И это называется кёген. Это изначально небольшие сценки, которые играются между большими серьезными актами для того, чтобы взбодрить зрителей, вовлечь их в происходящее на сцене, чтобы дальше они смогли снова внимать тому, что происходит. И вот маски подобных актеров театра кёген мы можем увидеть в этой витрине. Слева маска старца, справа маска обезьяны. И из чего же такие маски делаются? Это тоже сложный процесс. Они делаются из древесины кипариса, которая первые 5 лет вымачивается в воде, а потом 5 лет сохнет. Таким образом, из дерева вымываются все смолы. Оно становится очень твердым и при этом очень легким. И уже потом по этому материалу мастер начинает свою резьбу. Но вся работа не считается законченной, пока мастер не изготовит брови. В отличие от театра но, театр кабуки дает зрителю возможность увидеть настоящие эмоции актера. Я хотел бы показать вам гравюру с изображением актера такого театра. Актер театра кабуки играет не так, как мы привыкли, приходя в любой театр, например, в Москве. Когда актер, он находится в роли постоянно, играет плавно, ровно и находится в образе определенного персонажа. Нет. У актера театра кабуки существуют пики его актерской игры, когда он на пике своей эмоции замирает, позволяя зрителю оценить всю степень своего таланта. И именно здесь мы видим актера в такой момент, когда он дает нам возможность оценить это. Существует множество театральных труп. Однако
в основе лежат незыблемые театральные традиции Японии, которые переплетаются с ее национальным искусством. Что же такое вьетнамский театр? Его традиция значительно отличается от того, о чем я только что рассказывал в залах искусства Японии. Прежде всего, вьетнамский театр, о котором я хочу рассказать, это театр марионеток. Но что еще в нем выделяется? Это не просто театр марионеток, это театр на воде. Моа Ной Жиок. Театр на воде, как он изначально был устроен. Представьте себе залитое водой рисовое поле, в котором устанавливается ширма. За ширмой сидит кукловод, который под водой и под ширмой управляет марионетками, которые как раз видны зрителю. То есть зритель видит двигающихся самих по себе марионеток и ширму, которая их обрамляет по факту. Я хотел бы показать одну из марионеток данного театра, а именно мальчика Тео. Сделанного, конечно, уже достаточно недавно, в начале 20 века, но сделан он с соблюдением традиций данного театра. Обратите внимание на следы на этой марионетке. Эта марионетка досталась музею не новой. Ее уже использовали по назначению. И мы видим потрескавшуюся краску, мы видим следы воды. Куклы жили примерно 3-4 месяца. После чего их приходилось менять, они приходили в полную негодность. Поэтому, как только мастерская заканчивала работу над куклой, приходилось приступать уже к работе над новой такой же, потому что к тому моменту, как они закончат, предыдущее опять же выйдет из строя. Это блюдо, сделанное из дерева, покрытое лаком и перламутровыми аппликациями. Но для нас здесь сейчас важен именно сюжет, раскрывающийся на поверхности этого блюда. Обратите внимание, по центру на лодке плывет человек, который протягивает меч черепахе, плывущей ему навстречу. И это отсылает нас к одной вьетнамской легенде, которую достаточно часто ставили и в театре на воде тоже. И это легенда о возвращенном мече. В Индонезии у нас есть уникальная возможность посмотреть сразу на две яркие театральные традиции, одна из которых является светской, вот как раз для развлечения людей, а другая происходит как раз от мистерии и связана с изгнанием общего зла. Не в каждой стране есть такая уникальная возможность. И сначала мы как раз поговорим о театре для простых людей, театре теней, Ваянг Пурво. Именно эти марионетки прямо сейчас рядом со мной. Представьте себе, что на дерево вешался экран, белый отрез ткани. Рядом вешалась лампа, которая эту ткань подсвечивала. А за тканью сидел кукловод, который управлял марионетками, озвучивал их и, в принципе, держал на себе все действо. Пьесы могли продолжаться и по 5, и по 7 часов, а могли и продолжаться по несколько ночей подряд, если были особенно продолжительными. В Индонезии ставились древние индийские эпосы, такие как Махабхарата и Рамаяна. Во Вьетнаме я упоминал о персонаже конферансье, персонаже шуте, который развлекал, появлялся между сценками и так далее. Такой же персонаж есть и в театре Ваянг Пурво. Вот этот вот, черным телом и золотым лицом. На самом деле он появлялся между сценами для того, чтобы пошутить над тем, что происходит, пошутить над зрителями и рассказать какую-нибудь актуальную шутку на остросоциальную тему. Причем это было настолько важной частью всего, что известна история о том, как правители в Индонезии приходили на постановки театра Ваянг Пурво для того, чтобы послушать, что скажет такой персонаж, и узнать, что на самом деле волнует его народ. И подобной театральной традицией является ежегодный праздник, в ходе которого изгоняют зло на весь последующий год. И связан этот праздник с одним персонажем, которого многие жители островов
побаиваются, потому что ходили поверья в народе, что даже изображение этого персонажа может наложить на человека проклятие. И это ведьма Рангда, маску которой мы можем увидеть здесь. Два актера надевали на себя маски. Один надевал маску Рангды как символа зла, а другой маску Баронга как символа добра. А Рангда известна чем? Помимо того, что она ведьма и она символ зла, она еще ест маленьких детей. Поэтому ей еще и детей пугали. Так что такой персонаж весьма однозначный в этом плане. И, к сожалению, в каждом празднике есть такой момент, близкий к завершению, когда Баронг изгоняет Рангду, но при этом он не убивает ее. Убить он ее не может. Потому что избавиться от зла невозможно. Оно является неотъемлемой частью этого мира. И деться от этого никуда нельзя. А пройдя через несколько театральных традиций, мы можем увидеть что? Что театр может выполнять несколько функций. Он может быть развлечением для простых людей. Он может быть художественным ярким действом. Он может быть специальным действом для того, чтобы изгнать зло и спасти мир. То есть применений у него огромное множество. И пока человек интересуется самовыражением, он стремится показать что-то миру, театр всегда будет существовать в том или ином воплощении.